Десятилетиями говорили, что этот участок моря глотает самолеты, суда и ответы. Но настоящий ужас может быть не призрачным, а куда более правдоподобным. В 1945 году 5 военных самолетов ушли в небо, а море скрыло их финал. Даже самолет, посланный на поиски, исчез в той же самой тишине. Корабль может погибнуть в шторм, но что, если он тонет среди спокойного дня? А если само небо способно обрушить на море и самолет невидимый молот? А в конце этой истории морское дно может скрывать предупреждение для всех. Сегодня мы исследуем, какие реальные силы скрываются за тайной Бермудского треугольника. Бермудский треугольник – не точка, а загруженный перекресток моря и неба. Эти три точки создали форму, а воображение людей дорисовало остальное. Тысячи судов проходят здесь нормально, и потому громкие случаи тревожат сильнее. Самолеты пересекают это небо постоянно, и именно рутина делает потери страшнее. Миф вырос потому, что заголовки любят тайну, особенно над открытым океаном. Но за каждой легендой были люди, график и миг, когда порядок дал трещину. Этот регион быстро рождает опасную погоду, а быстрая погода не прощает ошибок. Здесь океан и атмосфера спорят постоянно, и иногда этот спор становится жестоким. У каждого берега есть свои байки. Но бермудские звучали слишком правдоподобно. Грань между тайной и пределом приборов куда тоньше, чем любят легенды. Когда здесь люди пропадают, ответ бывает срочным, реальным и очень человеческим. Так что происходит здесь на самом деле? Особая угроза или удачно рассказанная обычная? Самая известная история Бермуд началась в обычный учебный день, 5 декабря 1945 года. Сначала полет 19 был просто обычным навигационным заданием над знакомой водой. Обычное начало важно, ведь тайна звучит громче, когда все сперва нормально. В первые минуты ничто не намекало, что этот вылет станет символом исчезновения. Они поднялись, повернули на восток и вошли в страну опасной погоды. Над открытой водой расстояние и направление быстро перестают казаться надежными. В кабине растерянность редко приходит сразу. Все начинается с одного странного показания. Когда приборы спорят друг с другом, уверенность падает быстрее высоты. Потом пришла погода, и небо перестало давать пилотам полезные ориентиры. В плохой видимости океан стирает линию, которая говорит пилоту, где верх. Самое жуткое в переговорах не тишина, а голоса, уставшие и все более потерянные. Остальные шли за ведущим, даже когда он сам перестал верить своим курсам. Каждый неверный поворот делал настоящего врага очевиднее. Время и остаток топлива. К тому моменту море внизу уже не было местом посадки, а стало движущейся угрозой. Стоит пилоту решить, что он не там, и каждая поправка уводит его еще дальше. Самое страшное в записи не молчание, а голоса, исчезающие до ответа. Погоде не нужна мистика, чтобы убивать. Ей хватает плохой видимости и времени. Как только строй распадается, небо превращает каждый самолет в отдельную проблему. А потом исчез дневной свет, и растерянность превратилась в отсчет. Даже сейчас следователям легче нарисовать версии, чем прийти к уверенности. На берегу люди слушали шум эфира в надежде услышать порядок, но слышали сомнения. Потом на поиски вылетел спасательный самолет, превратив одно исчезновение в два. Спасатели вошли в то же небо, и их история оборвалась почти сразу. Полет 19 стал бессмертным не только из-за потери, но и из-за отсутствия финала. Легенда редко показывает, насколько на самом деле занята эта часть океана. Где так много движения, там всегда будут истории, даже при обычной статистике. Следователи начинают не с проклятий, а с течений, топлива и погоды. Если бы треугольник и правда ломал природу, торговля учла бы это давным-давно. Здесь знаменитая граница яснее видна на карте и в памяти, чем на самой воде. Многие опасности Атлантики здесь практичны, а не паранормальны. Рассеянный ум в плохую погоду может сам создать катастрофу раньше тайны. У этого региона и так хватает реального насилия в небе и на море. Бермуды знамениты, но известность и статистическая уникальность не одно и то же. Легенду держит не число случаев, а несколько дел без аккуратного финала. Теперь вопрос уже не в проклятии, а в том, какие силы природы здесь наслаиваются. И первый ответ может начинаться не в облаках, а под морским дном. Одна научная версия начинается просто. Море иногда перестает держать корабль. Дно здесь не пустая равнина, а архив давления, осадка и погребенного газа. При нужных условиях метан может застывать в дне, как топливо, ждущее перемен. Стоит этим залежам попасть в более теплые условия, и они быстро распадаются.
Небольшой толчок способен превратить стабильный пласт в быстрый выброс вверх. Когда газ пошел, он уже не остается вежливо там, где родился. Для судна сверху опасен не удар, а внезапная потеря опоры. Стоит достаточно снизить плотность воды, и плавучесть исчезнет быстрее, чем ждут люди. Так, обычный ход судна за секунды превращается в катастрофическое затопление. В худшем случае не будет чистого сигнала бедствия, только сбой и паника. Некоторые читают дно как место преступления, ища старые следы выбросов газа. Керны важны потому, что дно помнит события еще долго после того, как поверхность забыла. Даже в малом масштабе это вещество выглядит как давление, ждущее разрешения расшириться. И потепление не обязано быть драматичным. Иногда баланс смещает малая перемена. Спусковым крючком могут быть тепло, давление, движение или все сразу. С поверхности все это может выглядеть просто как плохая вода и плохая удача. Именно это делает теорию тревожной. Опасность может прийти без шторма на горизонте. Для экипажа это было бы абсурдно внезапно и почти нечитаемо во времени. Быстрое вертикальное погружение объясняет, почему иной раз почти нет плавающих следов. А когда газ уйдет, океан почти сразу стирает все, что здесь произошло. Спор не о метании, а о том, хватит ли его выбросов, чтобы топить суда. Эта неопределенность и держит теорию живой. Она правдоподобна, но не для всего. Даже локальный выброс в плохом месте может создать краткую и яростную ловушку. Современная наука ловит эту угрозу приборами, ведь легенды не ставят меток времени. Здесь важна не одна магическая точка, а широкая геология, полная сюрпризов. Чаще всего ничего не случается, и потому редкую катастрофу так трудно застать. Даже если признаки есть, они могут быть слишком слабы, чтобы испугать по-настоящему. Когда кто-то замечает странную воду, полезные решения могут быть уже упущены. Сверху мощный выброс газа похож не на чудовище, а на внезапный выдох океана. Гидродинамика жестока. Ей не нужна драма, только верные условия под неверным судном. Один вент – любопытство, а целое поле намекает уже на систему, не случайность. Вот почему первый ответ «Бермуд» может принадлежать геологии больше, чем фольклору. Самое жуткое в внезапных затоплениях, как часто запись обрывается на полумысле. Теперь тайну изучают не сеансами, а датчиками, кернами и терпеливой наукой. И все же после науки океан над уликами может выглядеть совершенно невинно. Но опасность Бермуд может идти не из одного слоя. Небо бывает не менее жестким. Второй слой этой тайны ведет вверх, в небо, умеющий организовывать насилие. Сверху такие рисунки красивы, но в метеорологии красота часто уже предупреждение. Когда воздух выстраивается в ячейки, промежутки между ними могут жить по другим правилам. Иногда опаснее всего не сама туча, а то, что срывается из нее вниз. Метеорологи зовут это микровзрывом. Сжатый удар нисходящего воздуха чудовищной силы. Над морем такой удар превращает открытую воду во временную зону столкновения. Воздух падает резко, растекается быстро и почти не оставляет времени на исправление. Для небольшой лодки грань между сильной погодой и смертельной всего секунды. Большой корабль переживет многое, но боковой удар в плохой момент меняет все. Самолеты боятся этого просто. Падающий воздух крадет подъем быстрее двигателей. В микровзрыве мастерство важно, но физика иногда все равно идет быстрее. Современные самолеты предупреждают о сдвиге ветра. Невидимый воздух смертельно опасен. Одна темная туча может скрывать несколько слоев воздуха с разными угрозами. Морю не нужны часы, чтобы стать убийцей, если атмосфера ударит сразу всей силой. Когда исчезает горизонт, пилоты и капитаны теряют древнейший ориентир. Спор не о странных облаках, а о том, как часто они рождают крайности. Некоторые опасные явления так малы и краткие, что едва помещаются в прогноз. Атмосфера Бермуд любит складывать ингредиенты вместе, а не подавать их по одному. Именно скорость перемен делает такие системы неестественными для попавших под них. Под яростной ячейкой вода, воздух и видимость рушатся одновременно. Их зовут воздушными бомбами. Компактная сила, ударяющая с шокирующей скоростью. Авиация тренируется на это, потому что даунбёрсты редки, реальные и безжалостны. После краткого удара экстремальной погоды ущерб может выглядеть несоразмерно большим.
Опасность часто прячется в том проходе, который кажется самым простым. Атмосфера здесь раскрывается кусками, и именно так неопределенность продолжает жить. Локальный удар не обязан быть широким, чтобы убить все, что оказалось снизу. Здесь важны не цифры, а рисунок. Коротко, мощно, почти без предупреждения. Для пилота страх не в мифе, а в воздухе, который внезапно теряет предсказуемость. Небо Бермуд объясняет часть случаев не мистикой, а геометрией и силой. Когда погода стихает, она часто оставляет лишь обломки, а не полную историю. Быстрое прояснение тоже мешает. Выжившим исследователям остаются лишь последствия. Если снаружи мир ломает погода, следующий слой тайны ломает уже сами приборы. В истории Бермуд погода лишь половина давления. Сама ориентация может начать рушиться. Когда шторм ломает внешний мир, а в наушниках шум, главным прибором становится сомнение. Третий слой бермудской истории живет внутри самой навигации. Крошечная ошибка курса над морем со временем вырастает в гигантскую ошибку места. Часть путаницы банальна. Север не всегда совпадает с тем севером, который мы представляем. Когда погода отнимает визуальные опоры, приборная панель становится всем твоим миром. А если приборы начинают спорить, каждое решение становится менее надежным. Атлантика не магнитно равна, значит, штурманы всегда работают в меняющемся поле. В таких условиях даже маленькое сомнение в приборе психологически разрастается. Люди запоминают стрелку компаса, потому что она делает растерянность видимой. Легенды часто пропускают главное. Навигация уязвима перед стрессом и условиями. Поле Земли неровно, и крупные аномалии напоминают. Невидимая география важна. Даже космические аппараты замечают такие различия, хотя морские мифы любят все упрощать. Вот почему профи все время сверяются. Одно показание не дает всей картины. В треугольнике плохая погода и плохие показания могут усиливать друг друга. Разум жаждет ориентиров, и без них часто выдумывает уверенность из пустоты. Один неверный градус, удержанный слишком долго, превращает обход в исчезновение. В стрессе сама вычислительная работа становится еще одним местом для ошибки. Связь не создает магнитных аномалий, но делает любую проблему курса труднее. Техника стала лучше, но моряки хранят старые инструменты. Океан карает самоуверенность. Когда нельзя верить виду снаружи, первый придает внутренняя ориентация. Навигационная растерянность редко бывает кинематографичной. Она утомляет и повторяется. Даже у приборов есть пределы, и мелкие сбои страшнее всего под давлением. Трагедия ложной коррекции в том, что сначала она очень похожа на прогресс. Потеряй курс, и океан станет математически огромнее, чем спасателям хотелось бы. Сама планета динамична, и потому простые легенды редко зудук до фуктап тет. Эти записи сильны не проклятием, а тем, как точно сохраняют чувство неопределенности. В таком пустом мире даже исправный компас внезапно весит эмоционально больше. Научная версия Бермуд менее мистична и более системна. Много малых давлений сразу. Даже если магнетизм не главная причина, он мог усилить растерянность в худший миг. Вот так и растет легенда. Не из одного невозможного чуда, а из дрейфа к катастрофе. Но после погоды и приборов у Бермуд есть еще один союзник – движущаяся вода. Четвертый слой – чистая океанография. Теплая река, режущая Атлантику. Гольфстрим не стоит на месте. Он тянет, крутит и перераспределяет все, что получает. Для приборов поток измерим, а для выживших он кажется безжалостным. Это не одна стрелка, а система вихрей, изгибов и временных ловушек. Поэтому обломки часто исчезают не там, где на самом деле случилась авария. К тому времени, как спасатели подходят, море уже успевает унести улику. Когда ветер и течение бьются друг с другом, волны становятся короче, круче и опаснее. Теплая вода кормит штормы, а значит, течение может подзаряжать небо над собой. Для капитана море меняет характер еще до того, как небо объяснит почему. Отсюда открывается дверь к волнам-убийцам. Не миф, а неустойчивая энергия. Редкие волны-гиганты реальны, а океану и одной такой редкости достаточно. Большой корабль выдержит многое, но одна стена воды все же ломает расчеты. В лаборатории такие волны выглядят математикой, а в море – несправедливостью. Когда судно сбивается с ритма, экипаж понимает – море больше не играет по правилам.
Тут не нужна мистика, когда гидродинамика бьет как движущееся здание. Одна цифра, слишком высокая на фоне остальных, часто и вводит волну в научный архив. Ночью океан скрывает масштаб так хорошо, что опасность становится видна только при ударе. Жестокость экстремального моря в том, что верное решение часто приходит слишком поздно. И даже после разрушения Гольфстрим не останавливается, раскидывая следы дальше. Эти вращающиеся структуры могут разметать улики так, что авария выглядит еще страннее. Для малых судов та же вода, что тревожит фрахтовик, мгновенно становится смертельной. Там, где системы волн пересекаются, порядок рушится и рождаются одиночные гиганты. В такие мгновения море уже не фон, а ударное событие. Экстремальные волны не просто растут, они несут яростную массу через палубу. Так некоторые и представляют, как большие суда ломаются, будто море кусает их надвое. Гольфстрим превращает спасение в гонку против карты, которая все время движется. Вот почему Бермуды суровее, чем обещает широта. Здесь сходятся тепло, движение и погода. На масштабе волна-гигант похожа уже не на волну, а на море, решившее встать во весь рост. Когда волна уходит, ущерб часто говорит больше, чем любой выживший рассказ. А если нечто ушло под воду в этой системе течений, битва за поиск только начинается. Легенда скрывает простое. Катастрофу могут создать несколько обычных сил вместе. Течение не только уносит обломки, оно может подзаряжать и ту погоду, что бьет по судам. Потом поверхность снова тихая, и тот, кто пропустил процесс, слышит уже сверхъестественную историю. Но самый глубокий ответ ждет не на поверхности, а в морских провалах, пробитых в камне. Пятый слой истории уводит нас вниз, в синие дыры богам. С поверхности здесь тихо, но внизу лежат вертикальные архивы, вырезанные в камне. Ученые приходят сюда, потому что дыры хранят то, что открытое дно часто стирает. Спуск внутрь ощущается не как заплыв, а как вход в вертикальную капсулу времени. Каждый слой хранит другой океан, другой климат и другую среду. У дна мягкий осадок ложится тихо год за годом, сохраняя длинную память. Так ученые извлекают время со дна моря, по одному цилиндру грязи за раз. Стоит поднять эту запись на поверхность, и прошлое расходится видимыми полосами. Эти полосы не просто грязь, а хронология, ожидающая правильного чтения. Одни слои говорят о спокойствии, другие — о переменах, ломающих местные условия. Когда возраст слоев установлен, грязь начинает говорить уже не тайной, а последовательностью. И одно сообщение повторяется снова. Теплые периоды меняли поведение погребенных газов. Синие дыры намекают. Выбросы метана — не только теория настоящего, но и древний узор. В некоторые древние эпохи потепление могло высвободить гораздо больше газа, чем сегодня. Даже сейчас карманы газа и измененная химия напоминают, что система жива. Химические границы в этих дырах иногда сохраняют необычные условия очень долго. Это спокойствие обманчиво, потому что гладкая поверхность скрывает глубокую вертикальную историю. С геологической точки зрения синяя дыра – идеальный регистратор. Глубоко, тихо и изолированно. Именно здесь легенда Бермуд начинает расширяться за пределы местных исчезновений. Если потепление расшатает морской метан здесь, тревога выйдет далеко за треугольник. Некоторые слои выглядят как подписи резкой перемены, а не медленного фонового дрейфа. Когда один и тот же сигнал повторяется в нескольких кернах, совпадение начинает слабеть. Эти провалы — не одиночные странности, а часть большого геологического разговора. Чем глубже спуск, тем меньше это похоже на морскую сцену и больше на зал записей. Никто серьезный не говорит, что прошлое повторится буквально, но предупреждение слишком ясно. Старый метан важен по простой причине. Сегодняшние океаны тоже теплеют. Потому ученые и зовут скрытый метан медленной бомбой. Тихой, но очень мощной. В этом смысле синяя дыра не только улика, но и зеркало предупреждения. К этому моменту сверхъестественная версия уже сжалась, а природная разрослась. Когда в голове сходятся все 5 слоев, Бермуды выглядят не магией, а жестокой правдоподобностью. Перед нами не проклятие, а пересечение геологии, погоды, магнетизма и движения. Собери все вместе, и треугольник станет не мифом, а набором природных рисков. Это не решит каждое дело, но изменит сам тип ответа, которого стоит ждать.
Чтобы регион был опасным, на поверхности не обязано появляться ничего сверхъестественного. Часто бедствие рождает не одна причина, а несколько обычных причин одновременно. Наука не забирает страх Бермуд. Она просто придает этому страху более правдоподобную форму. И все же маршрут остается загруженным, напоминая, опасность здесь реальна, но не постоянно. Вот почему тем, кто работает здесь, важнее готовность, чем сама легенда. Море убедительно тем, что стирает следы быстрее, чем люди успевают сложить историю. Самый глубокий урок может быть не мистическим, а климатическим предупреждением. Если теплые океаны шире расшатают погребенный метан, это выйдет далеко за Бермуды. Некоторые детали останутся неясными. Океан не обязан давать нам полный протокол. Тайна становится честнее, когда мы перестаем искать чудовищ и начинаем искать механизмы. Бермуды не проклятая вода, а жесткая зона, где природа накладывает опасности слоями. И, возможно, именно это и есть самый тревожный ответ из всех.